Всем привет! С вами Анна. Волшебству быть, потому что сегодня мы свяжем самого сладкого, самого вкусненького пряничного зайчика. Такой малыш растопит любое сердечко. Этот зайка понравится всем от мала до велика. Он практически цельновязанный, из пришивных деталей только хвостик и глазурь на головке. Ростом он 26 сантиметров. Я его вязала из пряжи, которая в намотке 68 метров. И ушло на него 2,5 мотка основного цвета и совсем немного на глазурь. Для тех, кто еще не подписался на мой телеграм-канал, подписывайтесь, присоединяйтесь к нашему общению, участвуйте в акциях и, конечно же, присылайте фотографии своих работ, связанных по моим мастер-классам. Ссылку на канал оставлю в комментарии под этим видео. Ну и предлагаю скорее начать вязать. Для вязания самого сладенького зайки я буду использовать пряжу Alize Velluto, вот такой верблюжий цвет. И, конечно же, понадобится белый цвет для глазури. Глазки у малыша обычные черные, диаметр 20 миллиметров, глазки на безопасном креплении. Крепление выглядит вот так. И сразу покажу, как мы будем закреплять глазки на игрушке. Когда будете вставлять заглушку, то более широкой стороной к вязаному полотну. Вот таким образом. Чтобы я на этом больше не останавливалась. Носик 10 миллиметров. Тоже на безопасном креплении. Крючок номер 6. И начнем мы с вами с украшения зайки. Вот с такого красивого большого ушка. Берем нить, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. А теперь внимание! Ушки мы будем вязать полустолбиками с накидом. Соответственно, во втором ряду нам необходимо сделать 6 прибавок. То есть в каждую петлю мы провяжем по 2 полустолбика с накидом. И в результате получим 12 петель. Накид. 1. Накид. 2. Первая прибавка. Накид. 1. Накид. 2. Вторая прибавка. Накид. 1. Накид. 2. Третья прибавка. Затягиваем кольцо. Выворачиваем. Накид. 1. Накид. 2. Четвертая прибавка. 1, 2, пятая прибавка и 1, 2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. Если вам удобно отметить первую петлю ряда, отмечайте. И сейчас мы будем вязать третий ряд. Вязать его будем следующим образом. 2 полустолбика с накидом, прибавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза и получаем в результате 16 петель. Раз. 2. Первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. Не прибавка. А вот теперь прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 2 раза и увидимся на 4-м ряду.
Довязали третий ряд, а в четвертом 4 раза необходимо повторить следующую комбинацию. 3 полустолбика с накидом, прибавка, и в результате получим 20 петель. Раз, два, три, первая прибавка. Раз, два, три, вторая прибавка. Вам сделать так еще 2 раза и увидимся на 5-м ряду. На 5-й ряд вяжите самостоятельно просто 20 полустолбиков с накидом и до встречи на 6-м ряду. Связали 5 рядов у ушка, 6-й вяжем следующим образом. 4 полустолбика с накидом, прибавка. Делаем так 4 раза, получаем 24 петли. Раз, два, три, четыре, первая прибавка. Раз, два, три, четыре, вторая прибавка. Вам сделать так еще 2 раза и до встречи на 7-м ряду. 6-й ряд довязали до конца, а 7-й и 8-й вяжете самостоятельно, просто 24 полустолбика с накидом в каждом ряду, и увидимся на 9-м ряду. 8 рядов у ушка связали, а в 9-м 4 раза необходимо повторить следующую комбинацию. 5 полустолбиков с накидом, прибавка, и у нас образуется 28 петель. Раз, два, три, четыре, пять, первая прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 2 раза и до встречи на 10-м ряду. Связали 9 рядов, а теперь с 10 по 13 включительно, это соответственно 4 ряда, вяжете самостоятельно по 28 полустолбиков с накидом в каждом ряду без каких-либо изменений и до встречи уже на 14 ряду. 13 рядов связали у ушка, вот так оно уже у нас вытянулось, вот такое уже красивое. И приступаем к вязанию 14 ряда. В нем 4 раза необходимо повторить следующую комбинацию. 5 полустолбиков с накидом, убавка, в результате получим 24 петли. Раз, два, три, четыре, пять, первая убавка. Раз, два, три, четыре, пять, вторая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 2 раза и увидимся на 15 ряду. Довязали до конца 14 ряд, 15-16 вяжете самостоятельно, в каждом ряду по 24 полустолбика с накидом и до встречи на 17 ряду.
Связали 16 рядов, 17 вяжем так: 4 полустолбика с накидом, убавка, делаем так 4 раза, получаем 20 петель. Раз, два, три, четыре, первая, убавка. Раз, два, три, четыре, вторая, убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 2 раза. И давайте увидимся не на 18, а сразу на 19. Потому что, когда вы доделаете 17 ряд, 18 провяжете самостоятельно просто 20 полустолбиков с накидом. И до встречи на 19 ряду. Ну а 19 ряд вяжем следующим образом. 3 полустолбика с накидом, убавка. Делаем так 4 раза. В результате образуется 16 петель. Раз, два, три, первая, убавка. Раз, два, три, вторая, убавка. Вы делаете так еще 2 раза и встречаемся на 20 ряду. Довязали до конца 19 ряд, а в 20 4 раза необходимо повторить следующую комбинацию. 2 полустолбика с накидом, убавка, и у нас образуется 12 петель. Раз, два, первая, убавка. Раз, два, вторая убавка. Вы делаете эту комбинацию еще 2 раза и встречаемся на 21 ряду. 21 ряд вяжем следующим образом. 1 полустолбик с накидом, убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза, получаем 8 петель. Раз, первая, убавка. Раз, вторая, убавка. Вам сделать так еще 2 раза и увидимся на 22 ряду. Ну а 22 рядом мы будем закрывать ушко. У нас по периметру 8 петель, и мы будем провязывать, внимание, 4 столбика без накида. Именно столбиками без накида мы будем закрывать эту деталь. Будем захватывать за переднюю и дальнюю стеночку. Захватываем петлю на передней стенке и петлю на дальней. И провязываем, как я уже сказала, 4 столбика без накида. Раз, передняя, задняя стеночка, 2, передняя, задняя, 3 и боковая, 4. Отрезаем, отрываем нить, оставив совсем небольшой кончик. Я напоминаю, ушки у нас ввязываются, мы их не пришиваем. Мы балдеем, много вяжем. Делаем закрепительный узелок. Все, и вот такая красота готова. Раз. Еще одна красота готова. 2. Вот такие прекрасные 2 ушка. Вы вяжете еще одно, ну а мы сейчас будем вязать хвостик. Начинаем с кольца амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков без накида. Раз, два, три,
4, 5 и 6. А вторым рядом просто вяжем 6 столбиков без накида, без каких-либо изменений. Раз, два, три, 4. Немножко затягиваем, не до конца пока. Выворачиваем. 5 и 6. Чтобы удобнее было вязать, потому что совсем узенькое у нас, да, получается вязание сейчас. Вот теперь затягиваем совсем до конца наше колечко хорошенько. Выворачиваем. И, собственно, наш хвостик готов. Делаем с вами соединительный столбик и отрезаем, отрываем ниточку, оставив кончик подлиннее, потому что хвостик мы пришиваем. Вытягиваем нить. Здесь затягиваем. Набивать хвостик синтепухом я не буду. Я считаю, что вот этого кончика нити от кольца амигуруми будет достаточно. Если хотите, можете набить синтепухом. Может быть, у вас здесь совсем коротенькая ниточка. Смотрите, как нравится вам. Все. Вот такой кукусик-пупусик готов. И сейчас мы будем вязать еще одно украшение зайки. Это глазурь. Берем белую нить и начинаем. Снова начинаем с нашего любимого кольца амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду необходимо сделать 6 прибавок, то есть в каждую петлю провяжем по 2 столбика без накида. В результате получим 12 петель. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Раз, два, третья прибавка. Затягиваем кольцо. Выворачиваем. Раз, два, четвертая прибавка. Раз, два, пятая прибавка. И раз, два, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И начинаем вязать третий ряд. Вяжем его следующим образом. Столбик без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. И у нас образуется 18 петель. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза и встречаемся на 4-м ряду. А в 4-м ряду нам 6 раз необходимо повторить следующую комбинацию. Прибавка 2 столбика без накида. В результате получим 24 петли. И вы не ослышались, эту комбинацию мы будем начинать с прибавок. Для чего? Чтобы наша глазурь имела не конусообразную такую форму, а более округлую. Так, делаем прибавку. Раз, два, первая прибавка. Дальше раз, два. Снова вторая прибавка. Дальше раз и два. Вам сделать так еще 4 раза и до встречи на 5-м ряду. 4-й ряд довязали до конца, ну а 5-й будем вязать привычным для нас способом. 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз, получаем 30 петель. Раз, два, три,
Первая прибавка. 1, 2, 3. Вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза и встречаемся. 5 рядов связали, и сейчас мы будем вывязывать капли глазури, которые растеклись по головке нашего малыша. Сначала по ряду мы вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем в обратном направлении, соответственно, по цепочке из воздушных петель, начиная со второй петли. И, соответственно, вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Далее снова по основанию глазури вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так сейчас выглядит отросточек. Пока это отросточек, пока на глазурь не совсем похоже. Далее набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Со второй петли от крючка, соответственно, вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Снова по основанию глазури 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И со второй петли от крючка вяжем, соответственно, 2 столбика без накида. 1, 2. Снова по основанию глазури 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. У нас отростки разной длины, потому что глазурь не может растекаться одинаково, да? Чтобы это было красиво и похоже на глазурь. Провязали. Снова набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, вяжем со второй петли от крючка 4 столбика без накида. 1, 2. Так, иди сюда. 3 и 4. Далее по основанию 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Со второй петли 3 столбика без накида вяжем. 1, 2 и 3. Снова по основанию 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Последняя петля ряда. 5. Предлагаю ее также отметить, чтобы было легче ориентироваться, на каком месте вы находитесь по обвязке глазури. И набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2 и 3. Соответственно, вяжем 2 столбика без накида со второй петли от крючка. 1 и 2. Так, и пока остановимся, не будем соединять. Сейчас покажу, почему, поймете. Примерно придержу. Вот так это выглядит, да, у нас разной длины. 5, 4, 3, 5, 4, 3. Вот так распределили. Почему с вами не провязали? Теперь
Следующим рядом мы пойдем соединительными столбиками. Соответственно, сейчас по ряду вяжем 5 соединительных столбиков. Так, 1, 2, 3, 4 и 5. И сейчас мы будем с вами обвязывать за вот эти полупетли, которые у нас остались не провязаны. У первого хвостика у нас здесь 4 полупетли. Мы 3 провяжем просто столбиками без накида, а в 4-ю сделаем прибавку, чтобы у нас получился красивый разворот, и продолжим вязание с этой стороны, где мы уже провязывали столбики без накида. Итак, находим первую полупетлю. Так, это у нас 1, 2, 3, 4. Вот первая полупетля. Вяжем 1, за вторую 2, так, 3, а в 4-ю, как я сказала, делаем прибавку, то есть вяжем 2 столбика без накида в 4-ю полупетлю. И дальше вяжем 4 столбика без накида по этим петлям, которые уже мы провязывали. 1, 2, 3 и 4. Снова вяжем 5 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Здесь у нас получается с этой стороны, так как мы набирали из 4 воздушных петель, провязали 3, значит 3 полупетли. Первые 2 полупетли мы вяжем столбиками по одному столбику без накида в каждую полупетлю, за каждую полупетлю, а в последнюю снова делаем прибавку, как и вот на этом отросточке. Видите, как он уже красивый получился? Ну, собственно, вот это уже весь отросток, вся красота. Так, значит, получается, находим первую полупетлю и вяжем за нее. Так, 1, за вторую тоже 1 столбик без накида, а вот за 3-ю мы вяжем 2 столбика без накида, сделали прибавку, и с другой стороны обвязываем, продолжаем, да, здесь у нас уже 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Думаю, понятно, все симметрично, просто наверху делаем прибавку, чтобы красиво у нас завернулось. Мне кажется, все подробно объясняю. Дальше 5 соединительных столбиков по ряду. Все одинаково. 1, 2, 3, 4 и 5. У нас остался вот этот маленький отросточек, ну я имею в виду из этого варианта побольше, поменьше и совсем маленький. Так, здесь мы с вами провязывали с этой стороны 2 столбика без накида, соответственно, находите первую полупетлю, вяжете в нее столбик без накида, а вторую полупетлю мы провязываем 2 столбиками без накида, сделали прибавку, да? Дальше вяжем наши 2 столбика без накида, 1, 2, и погнали снова 5 соединительных столбиков по основанию глазури. 1, 2, 3, 4, 5. И все то же самое уже повторите самостоятельно. То же самое, что делали сейчас. Да? Сейчас провяжете, получается, по хвостику, поэтому здесь у нас 4, значит 3 столбика без накида в 4-ю прибавку. С этой стороны 4, погнали 5 соединительных столбиков. И то же самое, да, идентично этой стороне. То есть они у нас отросточки похожи, да, у нас по количеству петель одинаковые. И когда обвяжете вот этот отросточек последний, мы с вами встретимся. То есть когда провяжете здесь, получается, 2 столбика без накида, на том моменте увидимся. 3 отросточка оставляю на вас.
Итак, я обвязала последний отросток, который у нас выходил из последней петли ряда. Обвязала его столбиками без накида. Да, здесь мы начинали уже соединительные столбики. И просто мы также делаем соединительный столбик за первую петлю. Все. И отрезаем, отрываем ниточку, оставив кончик подлиннее, прям нормально подлиннее, потому что этой нитью мы будем пришивать глазурь. Поэтому не жалеем. Ну, я вообще не жалею. Так, все. Мне кажется, лишканула. Ну, я всегда волнуюсь, что вдруг не хватит. Не люблю. Люблю одной ниточкой пришивать. И вытягиваем ниточку, которую оставили. Сейчас увидите, сколько я оставила. Еще не все, не все. Все. Так, затягиваем этот узелок. И вот такая прекрасная глазурь, похожая на кляксу, на белую, смотрите, у нас с вами получилось. Вот, сейчас покажу, чтобы вам... Вот, видите, она такая неправильной формы, разной длины вот эти отросточки, капельки, которые растеклись. Ну, красота! Красота! Так, глазурь связали. Все, сейчас мы с вами начнем уже вывязывать, вязать и вывязывать самого зайку. Начнем мы с нижних ножек. Вот так они будут выглядеть. Все, берем нить основного цвета и приступаем. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок, то есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида и получаем 12 петель. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка. Затягиваем колечко. Выворачиваем. 1, 2, четвертая прибавка. 1, 2, пятая прибавка. И 1, 2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. Так, второй ряд связали. Третий вяжем следующим образом. Столбик без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз, и у нас образуется 18 петель. Столбик без накида, первая прибавка. Столбик без накида, вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза и встречаемся на 4 ряду. Довязали 3 ряд до конца, 4 вяжете самостоятельно, в нем сохраняется 18 петель, соответственно, надо провязать 18 столбиков без накида. Но я вам рекомендую провязать 17 столбиков без накида, а последнюю петлю ряда мы свяжем вместе. Не довязали последнюю петлю у 4 ряда. Приготовьте белую нить. Мы сейчас с вами вяжем один ряд белой ниточкой, то есть оформим глазурь. Вводим крючок под последнюю петлю ряда, вытягиваем нить, а завершать этот столбик без накида мы уже будем белой ниточкой. Захватываем белую нить и протягиваем ее. Так, отмечаем последнюю петлю ряда маркером. Пятый ряд вяжем белой нитью, в нем сохраняется 18 столбиков без накида, и при этом будем обвязывать вот этот кончик нити, чтобы он у нас нигде потом не вылез. 1, 2,
3, 4, 5. Вам осталось еще довязать 13 столбиков без накида, но вы провяжите 12, то есть как и в этом ряду, последнюю петлю ряда не провязывайте. До этого момента довязывайте белой ниточкой и встретимся. В пятом ряду я еще не довязала последнюю петлю ряда. Последний столбик без накида мы начинаем белой нитью. Сразу отрезаем, отрываем кончик. Все, пока нам ниточка белая не нужна. А завершаем этот последний столбик без накида основным цветом. Подхватили ниточку, протянули. Все. Это мы с вами как раз довязали пятый ряд. В нем сохранилось 18 петель. Теперь самостоятельно, получается, с 6 по 8 ряд включительно, это 3 рядочка, вяжете основным цветом по 18 столбиков без накида в каждом ряду, и на том моменте встретимся. 3 ряда вяжете и встречаемся. Да, и не забудьте обвязать несколько петель вместе с кончиком белой нити, чтобы она у нас нигде не вылезла. А сейчас внимание! Если вы вяжете всего лишь первую нижнюю лапку зайки, то далее по ряду вы делаете просто соединительный столбик и отрезаете ниточку, оставив совсем небольшой кончик. Все. Если вы сейчас вяжете вторую нижнюю лапку, как и я, то для симметрии по лапке провяжите, пожалуйста, 9 столбиков без накида, и на том моменте встретимся. Это мы сейчас формируем 9 ряд. Давайте теперь сместим у этой ножки последнюю петлю ряда, чтобы было проще ориентироваться. Так. И сейчас нам надо соединить 2 ножки вместе. Мы это будем делать с помощью воздушной петли. Делаем воздушную петлю. И я вам предлагаю, чтобы было проще разобраться в процессе вязания, чтобы было лучше видно, так как ниточка пушистая, у этой воздушной петли отметить маркерами полупетли, потому что потом мы будем сюда вязать прибавки за одну полупетлю и за вторую. Пусть будет больше маркеров, зато будет все видно и будет удобно. Вот так. Видите, за 2 полупетли, одну полупетлю и вторую. И теперь мы с вами присоединяем ко второй ножке первую ножку. И при этом будем обвязывать вот этот кончик нити, чтобы он не мешался. И просто вяжем сейчас, получается, по первой ножке, поближе сделаю, по первой ножке 18 столбиков без накида, без каких-либо изменений. 1, 2, 3. Вам еще связать 15 столбиков без накида. Когда дойдете до этого перешеечка, вот здесь мы как раз встретимся. По первой ножке еще 15 столбиков без накида и встречаемся. Провязали по первой ножке 18 столбиков без накида. Дошли до нашего мостика, который соединяет нижние лапки. И смотрите, как удобно. Все видно, да? Я прям не буду пока вынимать маркер. Сразу ввожу. Так, немножко как переворачиваем, получается, да? Вот так. Вот таким образом. Видим нашу эту соединительную петлю. Так, вводим крючок. И за полупетлю мы провязываем 2 столбика без накида. То есть делаем прибавку. Провязали. И дальше по второй ножке вяжете самостоятельно снова 18 столбиков без накида. Дойдете до этого перешеечка, и мы там увидимся и будем дальше вместе вязать. Провязали 18 столбиков без накида по второй ножке. Снова вот видите, я последнюю петлю провязала, нашу новую последнюю.
доходим до этого места. Вот наш маркер, вторая полупетля, да, с этой стороны. Также сюда мы вяжем 2 столбика без накида, то есть делаем прибавку. И снова мы с вами переставляем маркер. Вот это последняя петля, когда мы сделали прибавку, и будет теперь последней петлей нашего ряда. Это мы с вами сделали манипуляции, ну, скажем так, в 9 ряду, потому что мы с вами 9 столбиков без накида еще провязывали по второй ножке, в общем. Ну, 9 такой, полный, большой 9 ряд получился. Вот так это сейчас выглядит. Я маркеры достану. Ну, скажите, да, очень-очень помогли. Я теперь этот момент делаю всегда только с маркерами. Так, 2 ножки соединили, и в нашем этом 9 ряду волшебном образовалось 40 петель. Думаю, догадались, почему. У нас по первой ножке, точнее, тут была первая, ну, неважно, в одной ножке 18 столбиков без накида, в другой ножке 18 столбиков без накида мы провязали. И в нашу петлю соединительную между ножками мы за одну полупетлю 2 столбика без накида и за другую полупетлю провязали 2 столбика без накида и считаем. И считать мы умеем, да? 18 плюс 18 – 36, и еще плюс 2 – 4, 36 плюс 4 у нас образовалось 40 петель. И сейчас, начиная, да, вот у нас, не забудьте, у нас последняя петля ряда стала, вот это вот мы сделали прибавку и маркер переставили. И теперь вяжите 10 ряд самостоятельно просто, так, не только 10, еще и 11, да, 10 и 11 ряд по 40 столбиков без накида в каждом ряду, и мы с вами уже увидимся на 12 ряду. Мы с вами провязали 11 рядов. Смотрите уже, какие хорошенькие нижние толстушки, лапочки. Да? Посмотрите, как это мило смотрится. И приступаем к вязанию 12 ряда. Вяжем его так. 8 столбиков без накида, убавка. Повторяем комбинацию 4 раза, получаем 36 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 3 раза и увидимся на 13 ряду. 12 ряд довязали до конца. 13 вяжете сами, просто 36 столбиков без накида. И увидимся на 14 ряду. В 14 ряду необходимо 4 раза повторить следующую комбинацию. 7 столбиков без накида, убавка. И у нас образуется 32 петли. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Первая убавка. Вам сделать так еще 3 раза и увидимся на 15 ряду. А точнее, давайте на 16. Вы сейчас довяжете 14 ряд. В 15 ничего сложного, просто 32 столбика без накида, без изменений. И до встречи на 16. 15 рядов связали, а 16 вяжем следующим образом. 6 столбиков без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза, получаем 28 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Первая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 3 раза и встречаемся на 17 ряду. 16 ряд довязали до конца. В 17 4 раза необходимо повторить следующую комбинацию. 5 столбиков без накида, убавка. В результате образуется 24 петли. Раз, два, 3, 4, 5. Первая убавка. Вам сделать так еще 3 раза и увидимся на 18 ряду.
В 18 ряду мы с вами будем создавать отверстия, из которых в дальнейшем будем вывязывать верхние лапки. Сначала по 18 ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И пропустив 5 петель по ряду, 1, 2, 3, 4, 5, ввязываем цепочку 1, дальше вяжем по ряду 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Понятно, да? 5 провязали по ряду, набрали цепочку из 5 воздушных петель, пропустив 5 петель, связали 8 столбиков без накида и снова набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и пропустив 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, ввязываем нашу цепочку. И как раз мы ввязываем ее в последнюю петлю ряда. Вот сюда. Так, правильно. 1, 2, 3, 4, 5. Проверяем себя. Проверяем меня. Так, отмечаем последнюю петлю ряда маркером. Так. И сейчас я не на камеру сложу, посмотрю, симметрично ли выглядят эти отверстия. У меня все выглядит симметрично. Если вдруг вы где-то сбились по ряду, он у вас сместился, и эти отверстия выглядят не симметрично относительно друг друга и нижних ножек, то просто сделайте там, где у вас это будет красиво. Значит, посчитайте свое количество петель, сколько вам отступить. По-другому не получится. В этом ряду у нас сохранилось 24 петли. И сейчас мы с вами будем вязать 19 ряд, просто 24 столбика без накида. 5 столбиков без накида провязывайте самостоятельно. Встретимся, покажу, как будем вязать по цепочке, если вдруг кто не знает. 5 столбиков без накида по 19 ряду провязали. И просто по цепочке вяжем 5 столбиков без накида. Захватываем за верхние полупетли. 1, 2, 3, 4 и 5. Аналогично вяжете дальше, то есть 8 столбиков без накида, 1, 2, 3 и так далее. 8 столбиков без накида, доходите до цепочки, также вяжете по ней 5 столбиков без накида за верхние полупетли, провязывайте последнюю петлю ряда нашего, и получается мы с вами встречаемся уже на 20 ряду. 19 ряд довязывайте и встречаемся. Довязали до конца, получается 19 ряд, вот такие у нас здесь отверстия. И приступаем к вязанию 20 ряда. Вяжем его следующим образом. 4 столбика без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза, получаем 20 петель. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. Вы делаете так еще 3 раза и встречаемся на 21 ряду. Так, 20 ряд довязали до конца. В 21 4 раза необходимо повторить следующую комбинацию. 3 столбика без накида, убавка. Получим 16 петель. Так, 1, 2, 3. Первая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 3 раза и до встречи на 22 ряду.
Сейчас у нас по периметру 16 петель, и в 22 ряду необходимо сделать 16 прибавок. То есть в каждую петлю провяжем по 2 столбика без накида. И в результате получим 32 петли. Это мы уже начнем вывязывать потихонечку головку нашему малышу. Так. Раз. Два. Первая прибавка. Раз. Два, вторая прибавка. Раз, два, третья прибавка. Вам еще 13 прибавок и встречаемся. Сделали 16 прибавок, это мы с вами довязали 22 ряд, а 23 вяжем следующим образом: 7 столбиков без накида прибавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза и получаем 36 петель. Петли расположены близко друг к другу, вяжите повнимательней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Первая прибавка. Вы делаете так еще 3 раза, встречаемся на 24 ряду. Закончили вязать 23 ряд, 24 вяжете самостоятельно, просто 36 столбиков без накида. Увидимся на 25 ряду. 24 ряда связали и приступаем к вязанию 25 ряда. В нем 6 раз необходимо повторить следующую схему. 5 столбиков без накида прибавка. У нас образуется 42 петли. Раз, два, три, четыре, пять. Первая прибавка. Раз, два, три, четыре, пять. Вторая прибавка. Вам сделать так еще 4 раза и встречаемся на 26 ряду. 25 ряд довязали до конца, а теперь сами без меня с 26 по 29 ряд включительно. Это получается 4 ряда, по 42 столбика без накида в каждом ряду вяжете, и мы с вами уже увидимся на 30 ряду. 4 рядочка вяжете и встречаемся. Связали у нашего зайки 29 рядов, головочка выросла, и приступаем к вязанию 30 ряда. Вяжем его следующим образом: 5 столбиков без накида убавка, повторяем эту комбинацию 6 раз, получаем 36 петель. Раз, два, три, четыре, пять. Первая убавка. Раз, два, три, четыре, пять. Вторая убавка. Вам повторить эту схему еще 4 раза и встречаемся. Давайте не на 31, а на 32 ряду увидимся. Вы сейчас довяжете самостоятельно 30 ряд. В 31 просто 36 столбиков без накида, без изменений. И увидимся на 32 ряду. Так, 31 ряд вы связали без меня, а в 32 6 раз необходимо повторить следующую схему. 4 столбика без накида, убавка. В результате образуется 30 петель. Раз, два, три, четыре. Первая убавка. Раз, два, три, четыре. Вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза и встретимся не на 33-м, а давайте сразу на 34-м. То есть довязывайте 32 ряд до конца, повторив 4 раза еще схему. 33 ряд просто вяжете 30 столбиков без накида и увидимся на 34-м.
33 ряда связали, 34 вяжем следующим образом. 3 столбика без накида убавка, повторяем комбинацию 6 раз, получаем 24 петли. Раз, два, три, первая убавка. Раз, два, три, вторая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза и увидимся на 35 ряду. Связали у нашей вкусняшки 34 ряда. И на этом моменте пока остановимся. Я имею в виду с головкой. Пока закончили. Сейчас мы с вами будем вывязывать верхние лапки. Берем нить от другого моточка. Делаем петлю. Находим нижние петли, которые мы пропускали. Вот здесь в отверстии, да, 5 петель. В первую петлю, так, раз, два, три, четыре, пять, вот она, да. В первую петлю вводим крючок, вот ввели ее под петлю. Захватили петлю, которую мы с вами создали. И сейчас по этому ряду вяжем столбики без накида. По нижнему сначала, да? Получается, сюда захватили, вяжем и обвязываем вот этот кончик нити, чтобы он у нас нигде потом не вылез. Раз, по нашим петлям идем. Два, три, четыре. Почему 4, а не 5, понятно, да? Потому что в первую мы ввели крючок, мы ее пока не провязали. 4. Пятую мы с вами создаем, вот здесь просто сбоку за боковиночку цепляем и создаем еще одну петлю. 5. Дальше у нас с вами идут полупетли. Сверху у нас 5 полупетель. Вот так, правильно? Здесь полупетли. Вяжем дальше. Столбиками без накида. Да, полупетли не совсем удобно, но стараемся, цепляем как-нибудь. Так, 5 мы провязали. Идем дальше. 6. Вторая полупетля 7. Третья полупетля 8. Четвертая полупетля 9. Пятая полупетля 10. Теперь также мы с вами вот здесь сбоку создаем петлю. Просто боковиночку цепляем. 11. И вот в ту петлю, из которой мы выходили, мы с вами приходим. Это будет 12. Вот сюда мы с вами приходим. Вот в эту петлю, из которой мы выходили. 12, в которую мы протягивали созданную нами петлю. Думаю, все понятно показала. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. Смотрим, что у нас получилось. А у нас получилось создать в этом отверстии 12 петель. Мы с вами связали по нижнему ряду. Здесь у нас было 5 петель, да? Но не важно, что сначала 4, потом 5 довязали. Внизу 5. Вверху было 5 полупетель. 5 плюс 5 – 10. Сбоку захватили 11 и с другого боку захватили 12. 12 петель создали. Теперь без меня самостоятельно со 2 по 4 ряд включительно вяжете по 12 столбиков без накидов в каждом ряду. Это получается 3 ряда. И мы с вами встречаемся на 5-м ряду. Единственное, последнюю петлю 4-го ряда не провязывайте. Мы ее свяжем вместе. Связали почти 4 ряда у верхней лапки зайки, не провязав только последнюю петлю. Почему мы ее не провязали? Думаю, вы догадались, что 5-й ряд мы будем вязать белой нитью. Смотрите, начинаем вязать
последнюю петлю 4-го ряда основным цветом, а дальше провяжем до конца этот столбик белой ниточкой, точно так же, как мы делали и на нижних ножках зайки. Захватили белую ниточку, отметили, чтобы не запутаться, последнюю петлю ряда. Все, 4 ряда мы довязали с вами. 5-й ряд мы вяжем белой нитью, без изменений, просто 12 столбиков без накида. Давайте вместе провяжем. Не так много. Обвязываем кончик нити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, так, 12. 12-й столбик без накида начинаем белой нитью, отрезаем, отрываем, оставив совсем небольшой кончик, просто мы сейчас его обвяжем и все, белую ниточку откладываем в сторону, пока не нужна, и провязываем 12-й столбик без накида в 5-м ряду нашим основным цветом. Думаю, это вы уже у меня поняли и уже разобрались окончательно в этом процессе. Все, отмечаем последнюю петлю ряда. Это мы с вами провязали, получается, 5-й ряд. Сейчас 6-й вяжете самостоятельно, просто 12 столбиков без накида основным цветом, не забыв обвязать кончик белой нити. И мы с вами встретимся уже на 7-м ряду. Вот так красиво уже выглядит наша лапка, прям пряничная-пряничная. Так, 7-й ряд. В нем необходимо сделать 6 убавок и останется 6 петель. Так, первая убавка, вторая убавка. Вы делаете еще 4 убавки и встречаемся. Довязали 7-й ряд, осталось 6 петель, будем закрывать лапку. Что мы с вами делаем? Маркер уже больше не нужен. В первую петлю ряда следующего делаем соединительный столбик, отрезаем, отрываем ниточку кому как удобно, оставив кончик чуть длиннее, чтобы закрыть это отверстие. Вытягиваем нить, затягиваем, берем иглу с большим ушком, не на камеру вставлю и вернусь. А теперь иголочкой собираем оставшиеся петли. Напоминаю, сначала не затягиваем, свободно вводим под каждую оставшуюся петлю. То потом можно их будет просто не увидеть. Так, собрали все петли, затягиваем, хорошенько затягиваем. Как мы с вами обычно головку закрываем, да, или любую деталь, когда остается 6 петель. Так, все, делаем закрепительный узелок. И прячем ниточку туда, внутрь. Немножко так подтягиваем. Все, ниточка там внутри. Здесь поправляем. Так, смотрите, какая аккуратная, красивая лапочка у нас получилась. Вот он уже вырисовывается, а то какое-то чудо-юдо. Пока без верхних лапок с какими-то отверстиями. Да? Смотрите, как красиво. А когда набьем синтепухом, будет вообще красота. Так, точно так же вы уже сами, без меня, самостоятельно вывязываете вторую верхнюю лапку, да, начинайте с нижнего ряда, удобнее, когда с петель начинаете и дальше переходите на полупетли. Мне кажется, так проще посчитать и найти все полупетли. Или делайте, как вам удобно. Значит, вывязываете вторую лапку,
Я сейчас тоже это сделаю, и мы с вами встретимся. Вы сейчас, как и я, должны были вывязать верхнюю лапку. Если вы это сделали, то на данном этапе набивайте малыша синтепухом. Причем синтепух не жалейте, хорошенько набивайте бочка, плотно набивайте верхние лапки, чтобы он принял вот такую красивую форму пряничного зайки. И вставляйте глазки и носик. Куда вставила я? Считаем отряды со сплошными прибавками. Глазки я вставила между 8 и 9 рядами, а носик между 6 и 7 рядами. И сейчас мы приступаем к вязанию 35 ряда. Вяжем его следующим образом. 2 столбика без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз, и у нас образуется 18 петель. И в этом ряду мы будем ввязывать ушки. Сейчас возьму ушки, и мы с вами продолжим. Ушки я буду ввязывать узелками вперед. Так, сначала идем по нашей схеме. Вяжем 1, 2, первая убавка. Снова вяжем по схеме 1, 2, вторая убавка. Далее 1, 2. У нас должна быть третья убавка. Мы ее будем делать вместе с ушком. Подхватываем петлю на ушке. У нас 4 петли, вы помните, да? И делаем убавку на головке. Сделали убавку, протянули петлю, провязали. Далее по схеме просто 2 столбика без накида. Подхватываем петлю на ушке, петлю на головке. 1, петля на ушке, петля на головке. 2 и снова убавка. Подхватываем последнюю петлю на ушке, делаем убавку на головке, протягиваем петлю. Все, ушком мы ввязали. Я сейчас посмотрю, как это выглядит, и мы продолжим. Первое ушко ввязалось прекрасно, и сейчас мы с вами будем ввязывать второе ушко. После того, как вязали ушко, у нас продолжается с вами схема. 2 столбика без накида, убавка. Вяжем 1, 2, делаем убавку. И у нас осталась последняя комбинация. 2 столбика без накида, убавка. Первый столбик без накида мы вяжем просто, а второй уже вместе со вторым ушком. Подхватываем петлю на ушке, петлю на головке и провязываем. И у нас до конца ряда осталось 2 петли, чтобы мы сделали убавку. Мы с вами делаем, сначала подхватываем петлю на ушке и делаем убавку на головке. Сделали убавку, протянули ниточку, провязали. Отмечаем последнюю петлю 35 ряда. И вместе с ушком мы сейчас плавно с вами переползаем на 36 ряд. 36 ряд вяжется так. Столбик без накида, убавка. Повторяем эту схему 6 раз, получаем 12 петель. И вот первую комбинацию столбик без накида, убавка мы с вами будем провязывать вместе с ушком. У нас на ушке как раз осталось 2 петли. Думаю, все понятно. Объясняю, разжевываю. Подхватываем ушко. Вяжем просто столбик без накида, как идет по схеме. И подхватываем последнюю петлю на ушке. Делаем первую убавку по 36 ряду на головке. Протягиваем петлю, провязываем. Оба ушка ввязались. Мы с вами связали одну комбинацию по 36 ряду. Дальше самостоятельно вяжите еще так 5 раз. То есть вам 5 раз повторить следующую схему. Столбик без накида, убавка. И мы с вами уже встретимся на 37 ряду. Довязали 36 ряд до конца, получили 12 петель. Но у нас с вами еще остались вот эти кончики нитей от ушек. Мы их с вами не ввязывали. Я предлагаю, что сделать с ними. Мы их сейчас вытянем вот сюда внутрь. Раз. И этот кончик нити также сюда 2. И перевяжем между собой узелками.
И они у нас уже не вылезут, никуда не денутся. Все, прячем в головку. Так, и любуемся, какие мы с вами молодцы, как шикарно ввязались ушки. Представляете, а сделаем еще утяжку глаз, и это будет невероятная милота. Ну, посмотрите, какая крошка милая и нежная. Посмотрите, какой он будет очаровательный. Это самый сладенький пряничный зайка, так и есть. Смотрите, если вдруг по моей схеме ваши ушки вдруг ввязались не так красиво, да, несимметрично расположены, значит, вы где-то сбились и у вас сдвинулся ряд. Ваша задача ввязать ушки так, как будет красиво у вас. Схема сохраняется, просто ввязывайте, ну, прикладывайте и ввязывайте, делая схему по вашему малышу. Так, все объяснила, думаю, понятно, ушки очень подробно показала. 37 ряд. В 37 ряду делаем 6 убавок, и у нас останется 6 петель. То есть мы уже с вами заканчиваем вязание нашего малыша. 6 убавок. Так. Первая убавка. Вторая убавка. Вам сделать еще 4 убавки и встречаемся. Довязали до конца 37 ряд. Маркер больше не нужен. Будем сейчас закрывать головку, так как у нас осталось всего 6 петель. В первую петлю мы с вами делаем соединительный столбик. И отрезаем, отрываем ниточку, оставив небольшой кончик, чтобы хватило его закрыть головку. Я ничего отрезать, отрывать не буду, у меня как раз закончился моток. И, кстати сказать, мотка хватило на всего зайку, кроме ушек и верхних лапок. Вот на эту часть ушел моток, то есть тельце, нижние лапки и головка. Все, я просто вытягиваю ниточку, затягиваем, берем иголочку с большим ушком, не на камеру вставлю и вернусь. Все, нить вставлена, собираем иголочкой оставшиеся петли. Напоминаю, не затягиваем сначала. Вот сейчас можно затянуть. Отверстие закрылось. Делаем закрепительный узелок. И прячем нить. Так, немножко расправляем. Смотрите, как красиво и аккуратно. Ну что, а сейчас мы с вами будем утягивать глазки, чтобы от этой милоты мы не могли оторвать свой взгляд. Приготовлю иглу и швейную нить и продолжим. Ну, а я не только подготовила длинную иглу и двойную швейную нить, но и уже утянула один глазик. И сейчас на втором покажу, как это делается. Под глазиком, над рядом со сплошными прибавками вводим иглу и выводим ее с наружной стороны глаза. Вытягиваем нить не до конца, оставив кончик, которым будем потом перевязывать в узелочки. Окаймляем глаз и уводим ее обратно уже с противоположной стороны, да, с внутренней стороны глазика. И выводим ее близко к тому месту, где мы
иглу вводили с самого начала. И вот эта нить у нас должна спрятаться вот сюда за глазик. Помогаем ногтями, иголочкой. Чем можем, тем поможем. Вот так натягиваем. Вот так у нас утянется глазик. Смотрите, какая будет милаха. Завязываем узелки и любуемся. Я сейчас не на камеру завяжу и покажу еще, как прячем ниточку. Смотрите, как красиво утянулись глазки, как это нежно выглядит. Обязательно утягивайте, формируйте мордочку, сладкие щечки и прячем ниточку. Ну, легко и просто, на всякий случай покажу. Вводим иглу и второй вот этот кончик тоже в ушко иглы. И сейчас вместе вытянем с другой стороны. Так, подстелю под глазки, чтобы они у нас не поцарапались. Так. И выводим иголочку. Хотя можно было на ушки, кстати, положить. У нас же такие ушки шикарные, я что-то сразу не сообразила. Вытягиваем и отрезаем нить. Все. Так. Ну вот, все, вообще зайка готов. Очарование наше родилось. Смотрите, какой хорошенький, какой прекрасный. Сейчас покажу, как мы будем с вами пришивать оставшиеся детали. Это глазурь и хвостик. И продолжим. А, собственно, что мы с вами продолжим? А продолжим собирать игрушечку. Вот так, я думаю, приложить глазурь, немного ее сместив на одну сторону. И смотрите, как я буду пришивать. На камеру не пришиваю, просто покажу, как это буду делать. Во-первых, я выведу вот сюда нить. И такими редкими стежками пойду по кругу. А далее по одному стежку за каждую капельку. Капельку к головке, капельку к головке. По одному стежку. Вот здесь в самом низу капельки вот этого отросточка. Понятно, да? По кругу и по капельке. Все. Это что касается глазури. Но вы прикладывайте и пришивайте так, как нравится вам. Как на ваш вкус это выглядит милей. Слушайте, я не могу сдержаться. Это просто невероятное очарование. Так, ладно. И у нас еще остался маленький хвостик. Примеряем хвостик. Смотрим, где нам нравится кукуська. И пришиваем. Захватываем столбик на тельце зайки и петлю на хвостике. Все, и пошли по кругу. Столбик, петля, и пришиваем. Пришивайте удобным для вас способом. Главное, чтобы он был на месте, этот хвостик и глазурь. Все, я сейчас тоже пришью, соберу и обязательно покажу, что у меня получилось. Волшебство случилось. На свет появился самый настоящий пряничный зайка, небывалой милоты. Сейчас я покажу, как он выглядит сзади, со своим очаровательным хвостиком. Посмотрите, как красиво растеклась глазурь. И я уверена, что у вас тоже получился этот невероятный малыш. Ну что, до новых встреч и пока-пока!